Здравствуйте! В условиях правового дефолта все больше людей вызывают в различные структуры, ДФР, прокуратуру и Следственный комитет в качестве свидетеля, обвиняемого или подозреваемого, а также для профилактической беседы. Разберем по пунктам, как должны вызвать и что с этим делать. Свидетель, обвиняемый или подозреваемый вызываются повесткой. В ней должно быть указано наименование органа, который ее направил, информацию о времени и месте прибытия в органы, данные лица, направившего повестку, и последствия неявки. Повестка вручается вызываемому лицу под расписку, либо любому совершеннолетнему члену его семьи. Вызвать могут и через администрацию учреждения, где человек учится или работает. Могут вызвать посредством СМС или телефонного звонка. По телефону всегда уточняйте должность и фамилию сотрудника, который вам звонит. И в рамках телефонного звонка лицо, которое вызывает вас, обязано указать все обстоятельства, которые должны быть указаны в повестке. Если вы не хотите приходить по телефонному звонку, то можете сказать, что нет возможности записать информацию и попросите направить вам вызов в письменном виде. Если нет уважительных причин неявки, то по повестке лучше явиться. В случае неявки по вызову без уважительной причины физическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс, потерпевший или свидетель, могут быть подвергнуты приводу. В правоохранительные органы вас могут доставить принудительно. Иногда могут позвонить и пригласить просто поговорить о вашем друге или родственнике. При этом не озвучивают ваш статус и цель, по которой вас приглашают. В этом случае у вас есть право отказаться. Независимо в статусе свидетеля, обвиняемого или подозреваемого вас приглашают, вы имеете право прийти с адвокатом. Если вы в статусе подозреваемого или обвиняемого, то адвокат вам может быть предоставлен бесплатно. Также вас могут пригласить в прокуратуру для профилактической беседы. Профилактическая беседа – это устное разъяснение гражданину общественной опасности, подготовки и совершения преступлений, правовых последствий, наступающих в результате совершения правонарушений, а также убеждения гражданина в недопустимости их совершения. Простыми словами, в теперешних реалиях сотрудники прокуратуры попытаются убедить вас о том, что наш национальный красно-белый флаг относится к запрещенной символике, об одежде политических цветов, опасности чаепития во дворе и про то, как нужно любить родину и нелегитимного президента. На эту беседу также лучше прийти, иначе это будет рассматриваться как неповиновение должностному лицу. Для беседы вас могут вызвать, потому что вы неблагонадежный гражданин и своим образом жизни вы даете основания полагать, что можете совершить правонарушение, а именно, захотите выйти во двор или надеть белое платье с красным поясом. По результатам беседы составят протокол и предоставят вам на подпись. От подписи лучше не отказывайтесь, при этом внимательно изучите его. За надпись «Живее несовершеннолетним ребенком» составляют протокол. За носки и одежду красно-белых цветов дают сутки. Лишают свободы за нелицеприятную характеристику сотрудника под постом в Фейсбуке. Хочу сказать одно. Сотрудники внутренних органов, прокуратуры и судьи, нарушая закон, тварь – это не оскорбление, а факт.